Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня я не знаю, на чем буду играть, сейчас я буду прочекивать, соответственно, что тут у нас по псионикам, что тут у нас по звездочетам, может звездочеты какие-то интересные, ну, псионики как обычно. Опа! Ха-ха! Звездочеты. Ну что, будем пробовать сейчас фармить эмблемы. Не, ребятки. Я буду реализовывать сейчас шаю. Сразу хочу вас, ребят, предупредить. Я все еще болею. И сегодня, не знаю, из-за чего, конечно. Короче, у меня горло побаливает. Поэтому, когда я глотаю слюну, она прям, ну, как-то, знаете, ну, жестко неприятные ощущения делаются. Поэтому я надеюсь, вы меня поймете. И у меня есть жалоба к вам. Жалоба в том, что на 100 просмотров, ну, можно же 10 лайков достичь. Можно. Поэтому давайте, ребятки. Не забывайте ставить лайк, комментарий, потому что тогда ролик продвигается в тренды рекомендаций. Мне нужна ваша помощь, чтобы пиарить себя по полной программе. В общем, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Все, вот так вот коротко, быстренько, чтобы без лишнего флуда. В общем, мне выпала эмблема звездочетов раз, мне выпала эмблема снайперов 2, мне выпала эмблема Новы 3. Все просто замечательно, все просто шикарно. Буду играть через шаю. Ну, заранее предупреждаю, буду играть через шаю, буду фармить кучу эмблем и, соответственно, делать керри шаю из звездочетов. Она как раз снайпер. И у меня как минимум будет 3 снайпера, потому что, во-первых, у меня эмблема, во-вторых, я хочу Джина поставить. Ой, как же тяжело иногда глотать слюну. Ну, надеюсь, вы меня поймете, ребятки. Дико извиняюсь, если будут какие-то там паузы и будет не очень комфортно смотреть ролик. Ну, то есть, короче, вы меня поняли. Все. Нет смысла как бы дальше продолжать это дело. Правильно? Правильно. Ой-ой-ой. Но, если честно, я хочу взять либо накопительный вклад, либо терпеливый ученик. Я возьму терпеливый ученик все-таки. Почему? Потому что я буду тогда нормальное количество опыта фармить. В зависимости от поражения, проигрыша. Короче, я буду только в плюсе весь в ажуре. Прям замечательный, красивый мальчик. Мужчина. Мужчинка. Вот. В чем суть этих звездочетов? Смотрите, когда вы... Сама суть в том, что нужно поставить как можно быстрее звездочетов и, соответственно, фармить эмблемы. Каждые 5 раундов вы будете получать эмблему. Максимум это 11 звездочетов. Не эмблем, конечно, максимум. Вот просто можно поставить 11 звездочетов, и это будет очень жестко и очень сильно. У меня в этой игре, к сожалению, еще ни разу не получалось закрыть полностью, там, например, галактику Грува, звездочетов, миперов и тому подобное. Но надеюсь, что у меня получится до конца этого сезона это сделать. Я очень на это надеюсь и очень хочу это как бы вам показать, продемонстрировать, насколько это все-таки сильно. Так, у меня там один контестер есть, вот он, на звездочетах. Но у меня заранее есть эмблема, поэтому я думаю, ничего страшного, то, что он там будет мне чуть-чуть руинить. Хотя, если честно, мне хочется сейчас выйти из экономики, чуть-чуть паролить и найти звездочетов. Что у нас тут по... О, Леона. Не, я раз в 4 секунды, наверное, возьму. Не, раз в 4 секунды возьму. Раз в 4 секунды возьму, потому что, по сути, у меня, ну, крепкая стенка. Леона у меня уже 2 звезды. Я думаю, я проживу хотя бы секунд 12-16 спокойно. Ну, по крайней мере, я так хочу. Как оно там будет дальше, неизвестно. Неизвестно. Вот. Не знаю, может реально все-таки паролиться и найти 2 звездочетов, или может вообще не париться на этот счет и тупо идти в хорошую экономику и в уровень. Не знаю. Если честно, не знаю. Вот, кстати, типок против меня, который играет на звездочетах. Кстати, по-моему, я его даже вынесу. Прикиньте, я, походу, даже его вынесу. Я эмблемы сейчас, если что, раскидал просто так. Без разницы как. Типа, я не хочу сейчас тратить магнитные делители, чтобы потом по 10-15 раз вытаскивать из героев и перекидывать. Поэтому пусть будет как будет. Правильно? Может, реально паролиться чуть-чуть. Ну, прям чуточку. Мне всего лишь 2 звездочетов найти надо. Отлично. Один раз стрельнул и нашел звездочетов. Четко. Все. Я от моего контестера на 1 раунд отстаю.
Но не беда, как говорится. Не беда. У меня, в принципе, все более-менее хорошо. Единственный минус. У меня есть Керри, и это Талон, и, соответственно, Зои. Будем фармить Леону. А вдруг Леона в 3 звезды придет? Это, в принципе, промежуточный танк. И как бы ничего себе такой промежуточный танк. По поводу Шая. Почему именно ее хочу? Ну, во-первых, из-за того, что у меня эмблемы такие обалденные. А во-вторых, хочу вам раскрыть этого героя, насколько он мощный, насколько сильный. И стоит ли вообще на нем играть. На самом деле, заранее отвечаю, стоит. И по поводу предметов. На самом деле, все склоняются к тому, что есть единый билд по предметам, который выдает максимальный урон этого героя. Это... как он же там называется? Ярость Кракена 2 штуки. Опа, хпшка. Ярость Кракена 2 штуки. И красное усиление. Именно такой набор предметов выдает максимальный урон у этого героя. Сразу хочу ответить, почему именно Шая и в чем ее вообще плюсы. Ее плюсы в том, что она всех массово дамажит. И причем нормально так дамажит. Побегаем по полю чуть-чуть. Разомнем свои булочки, так скажем. Надо руку разминать. Чтоб вдруг чего, все быстренько там туда-сюда. Ну, вы поняли. Так, я, кстати, буду в экономику выходить. Наверное, одного Трокса продам. Или, может, продать... Капец, Эдзвина не надо. В общем, 2 ярости Кракена и красное усиление. Вот этот вот набор предметов, он выдает самый максимальный урон этого героя. И почему еще красное усиление? Красное усиление, оно дебафает хп реген своему противнику, естественно. Поэтому есть альтернативно, что можно ему как бы клинок Гинсу засунуть. Это не будет ошибкой. Вообще не будет ошибкой. Поэтому, если нету красного усиления, можете закинуть, в принципе, клинок Гинсу. Это будет адекватное решение, это будет нормальное решение. Этому герою обязательно нужно находить красное усиление, либо клинок Гинсу, чтобы он разгонял ярость Кракена, потому что при 15 стаках вы будете получать и скорость атаки, и еще дополнительно кучу урона. Потому что там каждый раз, когда вы стакаете ярость Кракена, вы получаете 3,5 силы атаки. Это, ну, так мягко сказать, до хрена. Вот. Вот. Что еще хочу сказать по поводу этого героя. Этот герой, когда активирует свою способность, он бьет всю заднюю линию, можно даже так это сказать. Ну, не всегда, конечно, но он бьет массово. И наносит, соответственно, колоссальный массовый урон. А наносит массовый урон, соответственно, когда активирует только свою способность. А так он таргета внутрь бьет. Ну и, соответственно, все модификаторы атаки, которые у вас есть, они распространяются на ее активку. На активку этого героя. Ну, кстати, эмблема дает еще чистый урон, что топчик. Мне нравится. Блин, не, на самом деле, у меня эмблемы зачетные. Я бы сказал, чуть ли не лучшие. Так, что еще хочу такое вот сказать вам по поводу этого героя. То, что ему обязательно нужно ставить в паре Джин. И желательно больше снайперов все-таки. То есть смотреть на свою стенку. Если у вас стенка крепкая, то, соответственно, мы докидываем ей дамаг. И в большинстве случаев вы все-таки будете докидывать дамаг. Вы прикиньте, насколько мне сейчас жестко фартануло. На то, что мне пришел, во-первых, орбитах, а во-вторых, у меня сейчас Леона в 3 звезды будет. Просто за один ролл мне Леона пришла в 2 звезды. Кайф? Кайф. Вот. Я к Шае всегда добавляю снайперов. По стенке все будет хорошо. У меня будет там Кенч, у меня будет Нуну, у меня будет Маукай, у меня будет Джакс. И у меня вот на данный момент сейчас есть Леона, но в будущем я от нее откажусь, естественно. Поэтому я буду докидывать снайперов, чтобы поставить себе синергию там 3 снайперов минимум. Это будет очень мощно. Урона будет, закачаешься. Вот. Ну а так, смотрите по ситуации. Охренеть. Вы это видите? Я обалдею. Мне Нуну пришла. Если бы я в этой игре играл бы через легоборд, я думаю, я тут бы обмазался чем только можно. Потому что реально очень сильно все. Очень сильно все. Жестко ролится. Я надеюсь, что мне так же легко будет приходить и Шая. Держу за это кулачки.
Так вот, по поводу снайперов еще. Снайперы добавляют изначально убийственность, а убийственность повышает весь наносимый урон, соответственно. И за каждую единицу расстояния, то есть за каждую клеточку, плюс тоже убийственность добавляется к вашему керри. Это тоже очень сильно. Ну и в целом все как бы. По танковым предметам. Там будет смешка, немножко дебоширов, немножко несокрушимых и немножко, соответственно, авангарда. Ну, в моем случае, авангарда. Поэтому предметы мы берем дефолтные. Как всегда, каменный доспех Гаргули, доспех Вармога, облачение духов. Можно... Опа. Ваша следующая аугментация становится на ранг выше. Я ее хочу взять. А вдруг что-то ультра полезное выпадет? Надеюсь на это. Вот. Я очень надеюсь, что мне ультра полезная выпадет аугментация. Так. Вернемся еще к игре сейчас. Так, в принципе, я не буду делать вот этот вот плащ, который накидку солнечного пламени. Вот, я ее не буду делать, потому что у меня будет красное усиление. Ну, по крайней мере, я рассчитываю на то, что у меня будет красное усиление, а так посмотрим, что будет приходить, соответственно. Потому что что-то мне мои предметы вообще не нравятся. Вот тот набор, который я назвал, 2 ярости Кракена и красное усиление, это очень сложный набор, потому что... Но объективно, найти сколько там луков получается. 4 лука и 2 плаща, это еще та задачка со звездочкой. Поэтому... Да. Ну, как бы... Ну, как бы да. Блин, еще так жарко, невменяемо. Я просто сижу как таю, словно мороженка. Еще на... У меня еще за окном гребаный сверчок с 3-4 дня начинает запивать там по полной программе. Как это меня бесит. Не могу передать словами, насколько меня это бесит. Просто каждый день с 3-4 часов дня начинает свои запивать серенады там туда-сюда. Боже, вы просто посмотрите. У меня сейчас такая абсурдная ситуация, на самом деле. Типа, у меня нет ни одного нормального керри. Вот реально у меня сейчас нет ни одного нормального керри. Можно, конечно, сейчас Лулу поставить, но Лула ситуацию не поменяет, потому что на нее у меня нет предметов. Это, если что, не слезы. Это просто нос забит. Немножко. Ребят, за старание. Я надеюсь, вы там будете проявлять максимальную активность. Так, что еще по нюансам этой сборки? Ну, сразу хочу вас предупредить, ребят, когда появляются вот такие вот звездочеты, которые дают эмблемы, то контестеров очень много. Контестер — это, если что, тот человек, который собирает точно такую же сборку, как и вы. И, скорее всего, он будет также играть, допустим, через ту же самую Шаю. Потому что Шая — это фиолетовая фигура, и, в принципе, это сильный герой. Особенно под эмблемами. Боже, я еще и каким-то образом это выигрываю. Просто приколитесь, у меня нереально плотная стенка. Керри адекватного нету. И я просто душу жиром. Так сказать, наплыл на человека. Опа, там Кенч. Но мне лук нужен был, но я взял там Кенч. Потому что там Кенч это вообще классный перец, который приходит и тупо дает плюшки каждые 3 раунда. Может деньги, может героя, может компоненты, кстати, подсыпать, что тоже хорошо. Короче, по-разному. Ну, кстати, Twisted Fate мне не нужен же. Не нужен. Я, если что, себя проверяю. Я тут заранее себе билд настроил. Поэтому я буду придерживаться конкретно этого билда. Может, Диану поставить как керри на первое время? Или ну его нафиг? Ну, кстати, усиление размера я закину в там Кенча. Да, закину в там Кенча. Я думаю, это будет правильное решение. Надеюсь. Надеюсь, не сделал ошибку. Короче, план таков. Берем 8, начинаем тупо ролиться. Находим себе Шаю в 2 звезды, находим себе стенку в 2 звезды, а дальше можно уже идти в уровень. Надо будет обязательно докинуть Раста, потому что у меня будет куча неуникальных синергий, которые будут, соответственно, бафать этого Раста. Ой, Раста. Всю команду с помощью синергии Раста. Там отступление, по-моему, как-то так называется. Короче, придет, поставлю, прочитаю. У меня будет просто очень много
не уникальных синергий, не уникальные это те, которые вот обычные, там бронзовые, серебряные, золотые и тому подобное. А оранжевые это уникальные, если что, синергии. Поэтому чем больше не уникальных у меня будет синергий, тем, соответственно, выше бонус от синергии, который дает Раст. Имейте это в виду. Я извиняюсь, ребята, что я так иногда дышу, вдыхаю себя, потому что воздуха, если честно, не хватает. Меня это аж самого бесит. Не знаю, я, наверное, поставлю пайка. Может, тупо выйти из экономики и взять себе 8. У меня 59 хп. Ну, скорее всего, мне придется это сделать. Но я думаю, после мобов надо сролиться, найти и взять себе 8. Ну, посмотрим еще, сколько у меня хпшки останется. Ну, просто посмотрите, у меня нет керри, у меня просто жир. Где урон? У меня Леона 1200 урона, 1300, 1400. Да. Забавный момент. Забавный. Кстати, если что, то в понедельник либо во вторник будет стримчик. Поэтому подпишитесь на мой телеграм-канал, и там заранее буду писать, когда будет стримчик. Вот. Но все может еще измениться, потому что мое состояние может ухудшиться. Я и так, знаете, не то чтобы из кожи вон лезу, но максимально стараюсь делать контент и делать это вовремя. Обычно, кстати, ребята, сразу отвечу на ваш вопрос, если вдруг он у вас там возникнет, когда я выпускаю ролики. Я обычно ролики выпускаю в 12 часов дня. Но так как я сейчас прихворал, я высыпаюсь, потом сажусь играть и записываю контент. Но это кому интересно. Ну, думаю, кому-то интересно точно было. А если кому-то не интересно, ну, будете знать. В любом случае. Ургот. Ну, кстати, я поставлю пока что Ургота. В принципе, будет замена. У меня предметы, мягко сказать, ужасные. Мягко сказать. Какой ужас. Какой ужас. Я чихать буду. Ой, дико извиняюсь, ребятки. Дико извиняюсь. Кто пожелал мне здоровья, то огромное спасибо. Вот. Ну, в принципе, все. У меня предметы ужасные. Но буду уже отталкиваться от того, что имеется. На самом деле, вот эти вот предметы, которые у меня есть, они не самые лучшие будут под шаю. Мне все-таки желательно именно те предметы, которые я назвал в начале, найти. Это уже, знаете, такое... Имеем то, что имеем, и играем через то, что имеем. Так сказать, игра поимела меня насчет предмета. Не, ну может мне сейчас вообще фортанет, мне выпадет предметы Пандоры, и я буду... Как не знаю что. Ну, просто кайфовать буду. Инвестиции. Я возьму инвестиции. На самом деле Ургот 2 звезды, спасибо. Возьму инвестиции. Деньги плюс халявные роллы. Почему бы и нет? Правильно? И я так думаю. Так, Искупитель. Точно. Синергия Раста называется Искупитель. А я что-то там его как-то по-другому называть начал. Что-то там начал вспоминать, как там он назывался. Ну ладно. Ладно, в целом, на самом деле, то, что у меня Ургот 2 звезды, это... Я бы даже сказал огромное спасибо там Кинчу. Но было бы намного лучше, если бы он дал мне условную ту же самую шаю. Это было бы прям по кайфу. Ладно, а сейчас моя задача в чем? Мне нужно тупо ролиться и находить шаю. Держим за меня кулачки. Надеемся и верим в то, что я найду шаю в 2 звезды очень-очень быстро. Так. Ну, кстати, Ургот на самом деле нормально так справляется, я смотрю. И по урончику пока неплохо. Конечно, он без эмблемы, но в целом... А пофиг, пойдет. Я даже каким-то еще образом выиграл. Не, я же говорю, у меня стенка сейчас и плотность обалденная. Я жирный нереально. Чё? Прикиньте. Меня один Ривен порвал.
Наконец-то, боже, она явилась, не запылилась. Вы просто посмотрите на нее. Просто посмотрите. Наконец-то она здесь. Она есть. Моя шаечка. Это что, прикол? Мне еще и Джин пришел, и Векс пришел, но мне Векс не нужен. Мне некуда Векса этого засунуть, понимаете? Самая огромнейшая проблема это то, что мне тупо некуда Векса этого засунуть. Не знаю, куда мне эту эмблему засунуть. Ну, пока что мне ее некуда засунуть. Ну, Маукай. Раста пока что уберу. Сейчас, короче, я найду себе Шаю в 2 звезды. Найду себе стенку в 2 звезды. А потом могу пойти в уровень 9, чтобы доставить Раста, чтобы получить вот этот вот бонус скорости атаки и, соответственно, по броне и сопротивлению. Не, ну, в принципе, я могу продать и Леону. И тем самым я потеряю себе синергию авангарда. Ну, в целом, я думаю, ничего особо и не потеряю, что мне так кажется. Ну, ладно. 12 хп у меня осталось. Но еще можно жить. Еще можно жить. Еще можно жить. Джин! Сюда. По предметам, конечно, печально все, но... Отталкивайся от того, что дает. Вот сейчас моя схема на эту игру. Вот и все. Блин, насморк задолбал. Извиняюсь, ребят, заранее. Извиняюсь, дичайше извиняюсь. Надеюсь, поймете. Надеюсь, не будете осуждать. Так, я, если что, сделал вот такую сейчас темку. Я полностью потратил все деньги. Для того, чтобы выйти в 9. Я, кстати, в Векса поставлю. Почему нет? Джин! Сюда. Прикиньте, как игра надо мной угорает. Вы просто прикиньте, как игра надо мной угорает. Еще один Векс пришел. Ну ладно. 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 Откровенно говоря, предметы ужасные. Я, если что, Джина решил продать, я лучше куплю еще одного Векса, а вдруг мне Векс 2 звезды придет. В целом, на самом деле, Векс, даже как саппорт сойдет мне. Он мне еще и звездочетов дает сверху. В этой игре я уже, к сожалению, никак не достигну 11 уровня. Кстати, чтобы сделать синергию звездочетов в 11, нужно 11 уровень. А для того, чтобы взять 11, то нужна либо специальная награда от Там Кенча, если он там в начале игры появляется, либо же аугментация, которая дает вам плюс 1 слот. Это все, что вы можете сделать. Все. Боже, Там Кенч, ты просто лучший. Ты просто лучший. Мне Там Кенч дал Шаю. Просто вдумайтесь, насколько это мизерный шанс, чтобы у меня там Кенч дал Шаю. Охренеть. Охренеть. Насколько это мизерно. Кстати, можно вот эту вот эмблему новую перекинуть в Джина. Даст 20% шанса крита. В принципе, ну немало. Ну немного. Не знаю, пока посмотрим. Не, ну Шаю в 2 звезды можно и жить. Я очень надеюсь, что мне выпадет адекватные предметы. Очень на это надеюсь. Бог, не подведи меня. Мобы, не подведите меня. Дайте мне адекватные предметы, пожалуйста. Ну все, камбэкаем. Камбэкаем потихонечку. Потихонечку камбэкаем. Сейчас Нуну купим. Соберется в 2 звезды. Не, ну нужен мне хоть один предмет. Ну, хотя бы красную. Прикиньте, у меня денег нет. У меня нет денег, чтобы купить Нуну в 2 звезды, потому что я потратил все на то, чтобы найти предмет на Шаю. Все деньги сролил, чтобы найти предметы на Шаю. Кстати, еще никто до сих пор не вылетел. И я предпоследний. Я прям, знаете, на соплях живу. В принципе, как мой нос. Извините. Фляга потекла. Подтекает немножечко, ну. Я не хочу Векса продавать, чтобы делать Нуну себе в 2 звезды. Хотя, на самом деле, она мне поможет. Так, где моя там салфетка? У меня, по-моему, водопад скоро начнется. Извиняюсь, ребятки. Сейчас прочекаем, секундочку, тут немножко. Там магия.
Жесткая магия. У меня тут еще тоже фоном болеют. Чихают. Так сказать, болеем всей семьей. Да. Да. Так, ну пока что вроде салфетка не понадобится. Нормально. Живем. Хилимся, живем. Отставлю ее в стороночку. Пригодится на будущее. Ну, кстати, галактику Грува вообще в легкую разваливаю. А, так у него вообще тут странная сборка. У него тут куча единиц. Разве ты не знаешь, что злодеи всегда проигрывают? Ладно. Так, мне остался один раунд, и я сделаю себе 8 звездочетов. Это будет шикарнейший бонус. Так, иди сюда. Чего? А, ну да, это я просто сам провтыкал этот момент. Прикиньте, я провтыкал тот момент, то, что мне Бог предложил предметы, я сролил, потратил кучу денег. И сейчас удивляюсь, почему у меня был незалоченный магазин. Гений, просто непризнанный гений. Да. Санечка, ты превзаходишь всех. Вы поняли. Что-то у меня с горлом проблема, с носом проблемы. Ну, по всей видимости, и с головой тоже. Ну ладно. Жить. Боже, как я живу! Как я живу! 10 500 урона. Несмотря на то, что у меня, можно сказать, худшие предметы на шаю. Джин идет, обалдеть. Эмблема сюда. Деньги давай. Не откажусь. Так, эмблему... Ну, в тебя закинем. В кого еще закидывать? Можно, в принципе, сейчас Леону продать и поставить себе 4 снайпера. Наконец, хоть что-то происходит. Но этого делать не буду пока что. А Джина продадим. Шен, Джин. Так, быстренько ставим Шена. В Шена закидываем эмблему. Кайфуем. Надо будет либо 4 несокрушимых закрывать, либо же нужно будет ставить 4 снайпера. Но я больше склоняюсь к тому, что 4 снайпера можно будет в дальнейшем поставить. Но сначала нужно найти себе Нуну в 2 звезды. Сначала. Как только я ее найду, все будет хорошо. Вот, кстати, обратите свое внимание, как Шай наносит урон. Вот она сейчас активировала свою способность, полетели перья, видите? И сейчас она их все собирает, и сколько урона массово полетело. Тип против меня, наверное, там в шоке был. Тоже Шаю себе собирал, тоже Джина. Но благодаря вот этим вот инвестициям. Я не дам тебе погибнуть. Опа, коготь дракона берем. Потому что я там видел Аурелиона Соло через темную звезду, и это на самом деле, ну, так себе новости. Так, эмблему звездочетов я закинул в Таама Кенча, потому что звездочеты дают сейчас очень хорошие бонусы. Наверное, как-то так оставить сборочку надо, да? Точнее, вот сборочку, расстановочку. Опа, Векс! Векс! И Шен. Отлично. А, это Марк играет через дракончика. Через дракончика и темную звезду. Я тебя понял. Хорош. Я даже как-то не заметил сразу, что это именно он так играет. И хорошо, что мне коготь дракона выпал. Это просто... Вы прикиньте, каков мизерный шанс, что мне выпадет коготь дракона. Это просто копеечный шанс, то, что мне выпадет вот этот коготь дракона. И этот коготь дракона, на самом деле, я уверен, что он не зарешал в этот момент. Уверен в этом. Просто уверен. Не, как-то так оставлю пока что. Блин, раз-то, конечно, хочется-то поставить. Мне что-то кажется, в этом особый смысл сейчас. Не, на самом деле, Раст это очень полезный герой. Очень. Я, кстати, знаете, сейчас вот эту вот эмблему перекину в Векса. Либо в Джина, может, перекину. Ну, тут грув очень слабый.
Он играет, по сути, через кого? Непонятно. Ну, короче, вот эта вот галактика Грува, она очень слабая. Очень слабая. Танка нет. Керри адекватных нет. Все. Помянем. Вот он и вылетел закономерно. Не знаю, что у него так слабо. У него вроде никто не собирал еще. Точнее, ему никто вроде бы как бы не руинил. Боже, я с таких соплей просто это камбэку, это просто руки вверх, ребят. Ну, вы просто посмотрите на это. Я был предпоследний. Я был предпоследний, прикинь. Вот вдумайтесь на секунду, я был предпоследний, просто камбэкнул это. Да. Беда. Это фиаско. Я думаю, мои противники там просто в шоке. В холодном поту сидят. О, каменный доспех горгулей, сюда. О, и эта фигня выпала. Можно хоть один предмет закрыть, получается. Так, я сейчас делаю такие вот предметы, потому что там магических предметов, точнее, магического урона особо нет у моих противников. Вот так вот сделаем, вот так сделаем, и доспех Вармога закину. Ну, а тебе облачение духов. Ну, а тебе объедки, по сути. По сути, объедки, как это еще назвать? Хекстековый штык. На самом деле, я вообще не знаю, почему такой вот этот вот хекстековый штык такой непопулярный. Его ж ввели в игру. И что, его никто особо не тестировал, что ли? Или хреново работает? А ну-ка, ребят, в комментариях, не знаю, расскажите по поводу этого хекстекового штыка. Приведите пример, пожалуйста, чтобы я понимал. Стоит ли его попробовать потестировать на каких-то керри? Да, я понимаю, то, что есть... ситуации, в которых ты хочешь совершенно иные предметы иметь. Но все же, неужели это настолько бесполезный предмет? Короче, я жду пример в комментариях и желательно разъяснение по поводу этого предмета. Потому что на самом деле он вроде бы как бы неплохо дает. И отхил, и статы неплохие. А, на самом деле, да, я ошибся. Там все-таки было 2 галактики Грува. У того чувака, которого я выкинул из игры, и вот этого молодого человека. Но он тоже очень слабый. Но даже несмотря на то, что он такой слабый, он по итогу займет топ-3. Потому что сейчас я его выкину. Выкину же? Выкину. Да, выкинул. И этого типа тоже выкину. А еще нос опять чешется. Нет! Нельзя чихать дважды. Еще эмблема выпала. Кому мне эту эмблему засунуть? Ну, тебе засуну. Статы хотя бы получать будешь с эмблемы. Кстати, если что, то звездочеты получают свои статы с синергии только в ячейках. Имейте это в виду. Это важно. Это сам прикол звездочетов. Вообще, на самом деле, вот эту вот эмблему надо в Маукае было закинуть. Ну ладно, пофиг. Пофиг. Плюс пофиг. Ну и, кстати, надо было эмблему новую закинуть в Джина. Ладно. Тут все пошло не по плану. Начиная от предметов и в целом по тактике. Ну и по моему состоянию, естественно. Тут, кстати, человек через синергию новый играл по итогу. Не, ну Шая, конечно, люто дамажит массово. Все? Все? Каким образом я вообще вытащил эту игру? Без понятия. Вот, ребят, без понятия, каким образом я вытащил эту игру. Вот смотрите сами. По предметам ужасно. По хпшке ужасно. Единственное, что было хорошо, это экономика. Ну и... все-таки зарешал приход героев. Если бы герои так не пришли, я думаю, меня бы просто и в хвост, и в гриву по полной программе. Да. Ну, бывают, как мы видим, и такие игры, когда у тебя все абсолютно идет не по плану, начиная от предметов, заканчивая вообще сборкой. Нет, но эмблемы в начале игры выпали идеальные. Ничего не скажешь.
идеальные. Я, кстати, уже изумруд 4. Жду поздравления. На стриме апнул так-то. В общем, добавить по игре больше нечего. Что думаете вы? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.